Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 1 по 10 сентября. Уже осень, мои дорогие, время просто мчится. Давайте узнаем, что подскажут карты нам для вашего знака зодиака. И мы достанем 3 карты судьбы, или как знаки судьбы. Пусть это будут ключевые события, может быть, они нам обрисуют какую-то сферу жизни, где вам наиболее активность придется, или наибольшую активность придется проявить. Или это будет что-то знаковое, связанное с человеком, мы еще пока не знаем. В целом же сентябрь от нас потребует много работы, активности будет действительно много. И это на фоне сбивчивой информации, возможно, поначалу искаженной. Нам придется действовать по принципу «доверяй, но проверяй». А также принципиальное значение имеют наши уязвимости. Это то, о чем мы никому не расскажем. Это то, что мы спрятали поглубже, подальше в собственной душе, но для нас это было и есть какая-то болевая точка, какой-то триггер. Это может нас ограничивать, как идти вперед, или буквально на что-то решиться, потому что мы, ну и во власти предубеждений находимся еще. Человек так устроен, он быстро не перестраивается, а мы с вами живем в эпоху перемен. Поэтому, ну вот если перемены происходят и вокруг нас, нам тоже приходится себя менять. Итак, давайте узнаем. Достанем 3 карты, 3 знака судьбы. Или 3 каких-то важных события, главных события в эти 10 дней. Первое, второе, ну и третье событие или знак судьбы. Следующая карта. Мы откроем эти карты в самом конце. Но следующее, что прояснится? Что прояснится для весов с 1 по 10 сентября? Что уйдет? А что придет взамен? И давайте с вами 3 карты по основным сферам жизни. И первое – любовь и личная жизнь, что вас ждет. Вообще для вас ведь очень благополучное время. Вторая карта – финансы. Третье – ваши достижения. Это дела, работы, у кого-то бизнес, у кого-то банально документы, какие-то согласования. Ну, давайте узнаем. Так что ж там у вас прояснится? Ожидание какое-то прояснится. Кто-то буквально ждет документа. Отправили запрос и, может быть, по почте. Вам должен, ну или на e-mail, может быть, тоже должен прийти ответ. И, может быть, много времени прошло, а ВОЗ и ныне там. У кого-то могут быть прежние дела, темы, которыми вы уже занимались. И я даже допускаю потом, как знаете, и ни шатка, и ни валка, или какая-то наступила пауза. Я допускаю, что и вы уже потеряли, может быть, надежду, что какой-то вопрос решится. Может быть, вы получите какую-то информацию. Но именно то, что идет в затяжку, вы сами тут можете, знаете, вот когда нам просто надоедает ждать, мы начинаем сами искать нужную информацию, нужных людей, понимая, что, ну нет, если я к этому вопросу не приступлю, так ничего и не будет меняться. Вам хочется уже изменить что-то. А самое главное, вас какое-то ожидание могло замучить. И может быть оно со стороны каких-то организаций, а может быть и со стороны конкретных людей. Может быть для вас, ну даже если мы берем бизнес или откуда к нам приходят деньги, да, финансы, как мы зарабатываем, все-таки пентакли у нас выпали. Значит, может быть, ну, тут будет по-разному. У кого-то это обещание, например, что ты поработай, а потом твой заработок будет с геометрической прогрессией расти. Или когда действительно вы много работаете, участвуете в собственном личном проекте, но как-то вот не продвигается дело. Поэтому, может быть, это вы узнаете, почему, откуда ноги растут у таких задержек. Может быть, и сами, опять же, будете находить какие-то методы, каналы людей, способы прояснить какую-то либо путаницу, либо какую-то задержку. Путаница с задержкой, по сути дела, так. Но это может быть даже, когда и внешние еще какие-то события, обстоятельства вас тоже, может быть, прежде ограничивали. Вот здесь вы будете все прояснять. Явно наступает тот момент, когда вам уже самим хочется что-то завершить. Потому что, ну, вы видите, что само по себе ожидание не приносит плоды. Вот давайте узнаем, что уйдет.
Ну вот, наверное, если и было ожидание, то точно уйдет. Ну, знаете, это вы как передумаете или переосмыслите явно какую-то финансовую тему. Вот как эта девушка поставила перед собой задачу. И вы могли такую же, ну, аллегорически говоря, задачу поставить, оказаться в нужном месте. Или достичь успеха, достичь определенных, ну, может быть, навыки приобрести, да, или какое-то взаимодействие с конкретным человеком. Опять же, решить какой-то вопрос. И вы представляли, что нужно действовать как-то. Возможно, даже уже план действий какой-то был. И даже первые шаги какие-то были сделаны. А может быть, у кого-то и много. Но это то дело, которое у вас застопорилось на самом деле. По четверке пентаклей нет продолжения в том же самом ключе. И нам показана девушка, очень наглядная карта, почему произошла остановка. Явно она куда-то шла, и вот она дошла, упираясь в забор с маленькой дверью. Она стоит и думает. Мне очень хочется войти в эту дверь. Но вот незадача. Или дверь должна вырасти, или я должна уменьшиться. И мы понимаем, что и ни первое, и ни второе не осуществится. Это вам подсказка для того, чтобы решить какую-то тему, вопрос, затянувшееся ожидание или путаница. Мы говорили с вами до карт, что и работы много, ну и от нас может быть проработка каких-то таких болевых точек совершенно необходима. Почему? Вокруг происходят перемены, которые тоже на нас оказывают влияние, и мы должны действовать как-то не так, как прежде, не по какому-то шаблону. И если мы так отстраненно посмотрим на карту, нам понятно, что это у нас метафорическая колода карт 78 дверей. Открытые двери или закрытые. Принципиальное значение. Ну, или каковы ключи. И если первая карта двери открыты, это вы сами выходите в эти двери, то есть это вы сами что-то должны активировать или активизировать, или поиск этой информации, да? Хотя я не исключаю, что это может быть связано с получением каких-то сообщений, информации, может быть, и в виде СМС, звонков. Ну, тут у каждого по-своему. Но если вот мы говорим, что уйдет, вы пытались как будто решить определенным способом и, может быть, уперлись вот в такую стену глухую, и какое-то время, но опять же, вы ожидали, что что-то произойдет. Раз произошла такая нелепость, вот может быть какая-то путаница, она будет закончена. И по сути по этой карте мы надеемся, ну как на высшие силы, что волшебство произойдет, да? Дверь вырастет или мы уменьшимся. А если посмотреть или поставить вопрос по-другому? Девушке нужна не сама дверь, ей нужно попасть вот в это пространство. И нам совершенно очевидно. Она не только может попасть в это пространство, она может даже разведку произвести. Ей ничего не стоит подойти поближе, заглянуть и внимательно рассмотреть до деталей, что же это там такое. И, может быть, задать себе вопрос, а так ли уж мне надо туда попадать? И если таки все же надо, если мы видим или понимаем, что там по другой стороне забора находится, и для нас там есть что-то интересное, перспективное или точно нужно, возьми и перемахни этот забор, проще простого. Причем, более того, заглянув за этот забор, ты будешь видеть, где ты приземлишься. Вот понимаете, у вас сильная позиция, но вы из-за ожидания чего-то не видите. И у вас волшебная возможность самому или самой прекратить какую-то, ну, знаете, бессмысленную, так и хочется сказать, тягомотину, вообще-то ожидание, если литературно. Но ведь и правда, две карты, которые говорят о том, что ничего не происходит. И вроде бы оно предпосылки имело. Тут любое действие может быть, да, у кого-то связано напрямую с деньгами. И вам непонятно, что же это такое. Мои дорогие весы, тут как новые возможности заработка, и пусть это будет где-то по той специфике, в которой вы профессионал, эксперт. Или потому, с чем вы имели прежде дело, имеете какой-то опыт, явно опыт уже есть по четверке пентаклей, но это надо в каком-то новом ключе, с какими-то другими действиями. Надо решить этот вопрос, и вы теперь вот что уйдет, мы спросили. Ожидание, действительно, потому что какая-то путаница. Либо вы этот Гордиев узел распутаете, либо, я могу предположить,
Может быть, и найдете недостающую бумагу, документ, или отправите вторичный запрос, ускорите какие-то процессы. Тут вот именно вы можете как-то воздействовать на вот эту ситуацию, которая идет в затяжку. Ладно, а что придет взамен? Да правда, вот у кого финансовая ситуация, вы можете изменить. По крайней мере, вы будете понимать, каким образом вам действовать. Да, потребуется ну, где-то и аналитика, критическое мышление, вот как Солнце в Деве до 22 сентября. Но ведь это того стоит, посмотрите. Это карта человека, который собой доволен. Это вообще карта эгоиста, я ее иногда называю, девятка кубков. Хоть и кубки, казалось бы, эмоции. Да, эмоции. Вот тут такие эмоции, что я собой доволен или я собой довольна. У меня сейчас все есть, и даже на какой-то момент мне никто не нужен. Мне вот сейчас просто с самим собою очень хорошо. Вот есть такой момент. Но это придет. Стало быть, мы с вами говорили о финансовой ситуации. Это по максимуму, когда мы можем для себя решить какой-то даже очень сложный вопрос, который решение альтернативное и рациональное, но у вас этого достаточно будет, для этого будет достаточно и интеллекта, и прежнего опыта, ну, наверное, и как альтернативная возможность у вас есть такие энергии, вы настроены это рассматривать. Почему? Ну, наверное, для вас в этот период с 1 по 10 любой драйв, но только бы не какой-то застой, не какое-то болото. Ладно, давайте посмотрим по основным сферам жизни. Любовь и личная жизнь. Король жезлов, карта харизматичного лидера. Это карта человека, который обладает волшебным магнетизмом. Хочется слушать, внимать, хочется верить. То, что он говорит, что он думает. Кажется, и мои мысли идут в унисон. Но помним, мы не должны замечтаться, потому что это больше руководитель, это больше тот, который отдает приказы. Он вдохновлять призван или руководить, но не делать за вас. Поэтому, ну, может быть, это дома у кого-то такой вдохновляющий лидер. Но для кого-то это, мои дорогие, страстная любовь. Это тоже может быть вполне. Почему бы и нет? Но не замечтаться, наверное, все же. Если касаются вопросы материальных благ или, ну, как наше благополучие, тут не совсем про материализм, опять же, тут только вдохновить. А дальше все остальное сами будете делать. Однозначно карта говорит. Да, человек находится в своих идеях, в своих интересах. Вот это самое главное. Тут ведь может быть и такой человек, который в вас заинтересован. И понятно, что для тех, кто в паре, мои дорогие, то здесь, я бы сказала, ну, правда, больше такой элемент страсти. По этой карте это как новое вдохновение, это когда мы узнаем друг друга заново, даже в сложившихся давно отношениях, или когда ваши отношения словно и новый импульс, свежий ветер перемен входит, вот что-то такое. Но кто-то и один, и одна, а для кого-то все-таки жезлы, когда вы ну, я допускаю, что такие тоже есть, когда вы именно занимаетесь решением каких-то финансовых тем вопросов или своего продвижения, построения карьеры. Может быть, среди вас очень много творческих людей, а творчество – это дело такое. С головой ты в него уходишь. И тут, по сути дела, личная жизнь у кого-то пойдет стороной. Я это допускаю не для всех. Но именно потому, что это ваша какая-то задумка должна быть воплощена в жизнь. У кого-то буквально работа на дому. Это я лидер, и я все равно какую-то вот эту замшелую, я устал уже или устал от этой ситуации, и я ее переломлю. И главное, у вас это получается. Но именно потому, что вы на себя рассчитываете. И тогда харизматичный лидер – это ваше желание, ваша активность, и вы же сами себе режиссер будете. Вот, то есть, вот так неоднозначно. Ну, давайте мы узнаем, что ж там на финансы. Все зависит от того, как вы на что-то решитесь. Четверка кубков, она сама по себе нам не придает активности, то есть деньги сами по себе в руки не падают. На финансы смотрим. Но мы уже с вами сказали, что от того, что вы перестанете что-то ждать, а здесь опять же человек ждет. И если я говорила уязвимость, уязвимость это где-то наши и привычки, это то, к чему мы уже адаптировались. И мы настолько привыкли, что мы уже не замечаем, нам кажется, ну, все идет на как надо.
Ну, откровенно говоря, у этого человека лицо не выглядит счастливым. Оно такое кисловато-мрачное. И, кстати, двери. Все двери, вот тут двери открыты. Ничего не стоит встать и выйти, а он продолжает сидеть вот в этой темной мрачной комнате. Ну, тут вот неполезные привычки какие-то стоят. И из всех удовольствий мира это вот смотреть в телевизор, слушать или проживать жизнь тех героев, которых транслируют. И вот тут чипсы. Вроде да, нет тут того, что кто-то на него воздействует или ему мешает, кто-то его заставляет что-то делать. Но это явно карта четверка кубков. Мы подзастряли. Вот есть какой-то финансовый такой момент, когда, может быть, из-за усталости, кстати, я такое для кого-то могу предположить. Но усталость ведь она тоже, мы же не можем сидеть бездействовать. И отдыхать можно по-разному. Но одним словом, я подведу итог. Мы смотрим на финансы. И эта карта, она вот как в одной из колод прописана четверка кубков, бесконечный дождь. То есть вот ничего не меняется. Так вот, если мы хотим что-то изменить, то мы должны тут и проанализировать, и действовать сами. И тогда эффект это как что придет. Но, может быть, придет, а может быть и нет, если мы не настроены менять себя и какие-то действия проводить тоже. Сфера ваших достижений, король мечей. С одной стороны, это ваша энергия. И для вас, мои дорогие девочки, может быть даже более такие мужские, хладнокровные, рациональные энергии. Для кого-то из вас по достижениям согласование в каких-то инстанциях по королю мечей проходят, как и чиновники, проходят люди, которые имеют в своих руках определенные полномочия, которые живут по приказу, кстати, да, поэтому проходят еще и врачи, проходят люди в форме. Но это могут быть и юристы, и адвокаты, и поэтому по этой карте могут быть взаимодействия с людьми, которые вообще вот на другой ступени иерархии стоят. Может быть, кто-то строит карьеру, и вам придется, да, вот шаг за шагом искать тех людей, которые вас поддержат. И я такое тоже допускаю. Но когда подобная карта выпадает, как король мечей, рационализм, именно на дела, на достижения, эффект должен быть хорошим. И даже при всем при том, что может быть и ситуация сложная, но вы ее сумеете решить, мои дорогие. Вверху у нас девятка кубков. Может быть, и, кстати, какая-то ситуация решится благодаря деньгам. Ну, может быть, как платная какая-то услуга. Или иногда даже в платных услугах у нас бывают, ну, вот экспресс, как бы, да, услуга, когда мы за скорость оплачиваем что-то, и тогда наш вопрос продвигается быстрее. У кого-то и так может быть. Итак, знаки судьбы. Давайте с вами узнаем, что ж тут за знаки судьбы. Вообще хорошее настроение с 1 по 10. Вы чем-то воодушевлены. Вы, знаете, может быть, какое-то состоялось событие в вашей жизни, может быть, оно связанное со встречей, у кого-то со звонком, разговором. Может быть, это новый какой-то человек даже в вашей жизни. Но если новые люди, тут надо не замечтаться, потому что по рыцарю кубков нам и говорят: вдохновись моментом, ни больше, ни меньше. Вот такой знак судьбы. Это то хорошее настроение или добрый импульс, который нам помогает сделать внутреннюю перезагрузку в наши собственные триггеры, проработать или быть добрее к самому себе. Если мы прежде, ну, допускаем, да, что совершил ошибку, значит, мы принимаем эту ошибку, позволяем себе совершать. Мы люди, мы не боги. И еще 150 ошибок нам, поверьте, придется совершить, но мы должны проанализировать, да, где мы вот эти грабли нашли, что нам помешало, и в последующем как-то это исключить, свести к нулю, чтобы не было еще раз какой-то заминки. Но в целом фон даже, нам карта говорит, вот успевай и порадоваться, успевай и насладиться, и откликайся. Все-таки рыцарь. Здесь может быть, как знак судьбы, встреча с каким-то человеком. Может быть, это и касается личной жизни. Но может быть, это просто как радостную новость нам гонец несет. Этого я тоже не исключаю. И, кстати, я, если говорю, вот насладись моментом. В плане новостей тут тоже это какой-то короткий промежуток времени. Почему? Потому что грот нам показан, но грот находится за водопадом. И прежде чем мы войдем в этот грот, мы как ледяной душ какой-то можем принять. И второй момент, то, что мы там увидим,
Ну, нам не гарантируют, что нам это понравится. Но главное сейчас, вот именно сейчас, мы чем-то воодушевлены. У нас достаточно и решимости, и хорошего настроения идти вперед. Самое время разбираться с какими-то затянутыми вопросами, я бы сказала так. Знак судьбы, ух. Ну, точно, император, король мечей. Не избежать вам контактов с сильными мира сего. Возможно, это и будут представители даже законной власти, все-таки король мечей и император. Или пусть это будет у вас как какой-то диалог, разговор с лицом официальным. Может быть, вы сами будете инициировать или, как я говорила, искать такого человека. Вы озадачены тем, чтобы решить какую-то тему. Может быть, у кого-то с учетом короля жезлов, правда, есть и новое знакомство. Вот мы даже вот это можем трактовать с вами как знакомство случайное, причем в той даже обстановке, когда вы не настроены на само по себе знакомство. Ну и ведь не обязательно нам про любовь будем говорить, сказали карты. Тут может быть знакомство такое знаковое, все-таки старший аркан. Поэтому, мои дорогие весы, будьте внимательны, если новые люди появляются. Или, кстати, пусть кто-то даже словно стремится, пытается, ну, уйти из вашей жизни. Мы вот в этот период времени никого не удерживаем. Мы не пытаемся, это будет важно, мы не пытаемся с какой-то долей перфекционизма, как ситуацию из прошлого заново притянуть к себе и что-то переделать, реанимировать, достичь какого-то совершенства. Нет, наша задача быстро видеть реальность и адаптироваться к каким-то новым условиям, переключаться, может быть, даже с одного на другое, вполне вероятно. Может быть, и много поездок будет, но и люди, или и новости, мои дорогие, информация, все имеет свой смысл. Пусть мы на данный период времени или на момент, когда мы это получаем, слышим, встречаем кого-то, мы пока не знаем, как это будет продолжаться. Но вот именно теперь нам каким-то образом это полезно, а дальше это будет определено. Поэтому будьте внимательны. Давайте откроем третью карту, как знаки судьбы. Вы знаете, правда, можете тут как сами, именно от вас инициатива, хотите разобраться в каком-то затянувшемся деле или в непрерывном ожидании. Вот для кого-то из вас уже как будто все силы на исходе, надоело мне и путаница, и какая-то вот бесконечная история, которая все никак не закончится. И вам этот лабиринт, может быть, кому-то даже жизненный надоел. И это может быть побудительным мотивом к тому, чтобы вы начали искать альтернативную информацию или каких-то еще персон. И, видимо, как только вы настроитесь на это, вам судьба словно открывает, ну, судьба, вселенная, открывает возможности. Здесь ведь эти люди, как знаки судьбы, это случайно могут появляться. И мы тут не, знаете, тут надо, конечно, быть очень осторожным, потому что ляпсусов каких-то мы можем натворить. Все же император и аркан шут. Сглупить мы сами тоже можем. И где-то карта предупреждает, что ты можешь словно на краю обрыва. Но у нас особенный какой-то шут, обратите внимание, он очень такой сосредоточенный, и у него ключи от пространства, от Вселенной. Это новые возможности, это новая жизненная эпоха или назовите новый жизненный этап. Это и вы сами можете заинтересоваться каким-то новым проектом. Или, знаете, его величество случай, я вот этого тоже не исключаю, как сводит с каким-то человеком, или, может быть, есть какие-то контакты, может быть, и человек на минуты появляется в вашей жизни, но он скажет какую-то ключевую фразу, которая дополнит то, что вы хотели когда-то создать, но вы не знали как. И вот здесь в один момент у вас пазл складывается. Я этого и не исключаю, ведь случайность идет тоже по нулевому аркану. Но вот у вас не случайные случайности с 1 по 10, когда это может касаться и информации, и часть информации может быть как побудительный мотив, когда вы от ожидания перейдете к действиям, или, может быть, когда это будет связано с конкретными людьми, персонажами. Может быть, и дома даже, да, если мы говорим любовь, личная жизнь, как и карта король жезлов, император, ну, может быть, и какой-то новый диалог. Может быть, для кого-то из вас, мои дорогие, ну, к примеру даже, да,
Может быть, ваш супруг получает какую-то ответственную должность, и это меняет и его график, и в целом воздействует как-то на вашу семью. У кого-то даже вот такой вот нюанс. Понятно, не у всех. Мы все разные, мои дорогие, любимые весы. Но посмотрите, с 1 по 10, сколько ресурсов вам показывают карты. И мы можем ничего не предпринимать. И это, кстати, на финансы. И тогда ничего не меняется. Оно будет меняться. Но это те перемены, которые извне, мы их не отменим. И те процессы, которые были начаты когда-то ранее, мы их тоже не отменим. Нам будет объявлено в конечном результате, правда? То есть тут есть какая-то зависимость от общего фона. Я это допускаю, но и ваших ресурсов более чем достаточно. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. Я благодарю, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.